Здравствуйте! За последние месяцы я поняла, что совершила одну профессиональную ошибку. Слава богу, не психиатрическую, человеческую. И тем не менее, у меня уже больше 100 подписчиков. Спасибо вам большое. Хотя я почти никогда не рассказывала, кто перед вами, сразу начинала говорить о психике. А потом с улыбкой читала комментарии, в которых люди пытались угадать, кто же эта женщина по ту сторону экрана. Наверное, действительно пора исправиться и представиться. Меня зовут Ирина Савонова, я врач, психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук. И уже почти 30 лет я работаю врачом и продолжаю принимать пациентов сегодня. Поэтому все, о чем мы говорим на этом канале, с вами рождается не только из книг, научных исследований или лекций, хотя без них хорошей медицины, конечно, тоже невозможно. Но прежде всего из ежедневной врачебной практики, из тысячи встреч с людьми, из разговоров, из попыток вместе понять, что на самом деле с человеком происходит. Именно поэтому я стараюсь говорить о сложных вещах простым человеческим языком. И если вы будете активнее оставлять мне свои комментарии и пожелания, то я сделаю свою работу и свой канал намного полезнее для вас. И еще, я создала этот канал не для того, чтобы давать готовых ответов, и даже не для того, чтобы кого-то чему-то научить. Мне гораздо интереснее другое, чтобы мы вместе учились лучше понимать, как устроена наша психика, и как через это понимание постепенно становились немного свободнее. Ну а теперь давайте перейдем к сегодняшнему разговору. Перед тем, как мы начнем, мне хочется предложить вам небольшой мыслительный эксперимент. Представьте двух людей. Один пережил развод, другому просто не ответили на сообщение. Как вы думаете, кто из них будет переживать сильнее? Наверное, большинство из нас автоматически ответит. Конечно, человек, который пережил развод. И это очень понятный ответ, потому что мы привыкли измерять события их масштабом. Но психика устроена совсем иначе, сложнее, если хотите. И если вы останетесь со мной до конца этого разговора, то, возможно, начнете немного по-другому смотреть на собственные переживания и на переживания других людей, которые находятся рядом с вами. Сегодня мы попробуем понять, почему иногда одно сообщение может не выходить у нас из головы несколько дней, почему одна случайная фраза может звучать внутри годами, и почему психика почти никогда не спрашивает, что произошло, но как будто задает совсем другой вопрос: что это значит именно для меня? Именно об этом сегодня пойдет наш с вами разговор. В прошлом видео мы пришли к очень важной мысли – актуальный конфликт. Мы говорили об этом, и мы говорили о том, что он рождается не из самого события или не в самом событии. Он рождается во встрече события с нашим внутренним миром. И тогда возникает вопрос, который на первый взгляд кажется совершенно нелогичным. Почему иногда нас буквально разрушает какое-то сообщение в телефоне, а человек, переживший в нашем примере развод или какое-то другое кризисное событие, спустя время находит в себе силы жить дальше? Почему одна неосторожно сказанная фраза может звучать внутри нас годами? Почему взгляд, молчание, забытый звонок иногда оказывается болезненнее событий, которые объективно гораздо серьезнее? Если смотреть только на события, объяснить это практически невозможно. Но если посмотреть на то, как устроена психика, все начинает становиться на свои места. И, наверное, это одна из самых важных мыслей всего нашего сегодняшнего разговора. Психика живет не в мире событий, она живет в мире значений. Для психики нет маленьких или больших событий. Есть события, которые приобретают разное внутреннее значение. Одно и то же сообщение для одного человека может ничего не значить, а для другого стать
причиной бессонной ночи. Одно и то же замечание одного человека почти не затронет, не заденет, а другого заставит сомневаться в себе еще несколько недель подряд. Почему это происходит? Градация людей на каких-то гипотетически сильных или слабых, или слишком эмоционально чувствительных, это так не работает. На самом деле психика каждого человека живет в своей собственной системе смыслов. Она спрашивает не что произошло, она как будто спрашивает, что это значит для меня. Представьте, что два человека получают одно и то же сообщение. «Извини, сегодня не получится встретиться». Для одного это просто изменение планов, для другого почти катастрофа. Но ведь слова были одинаковыми, значит, различается не сообщение, различается смысл, который психика вложила в эти слова. Возможно, внутри человека уже давно живет переживание. Меня легко оставить, или я всегда недостаточно важен для другого, или со мной что-то не так, наверное, я снова сделал что-то неправильное, или я недостаточно постарался в чем-то, меня опять не выбрали. И тогда психика реагирует не только на сегодняшний день, она реагирует на весь смысл, который оказался связан с этим событием. Вот здесь мы подходим к очень важному понятию. В психологии иногда используют понятие микротравмы. Микротравма – это не маленькая травма и не слабая травма. Это маленькое событие, которое прикоснулось к очень большой внутренней теме. Например, вас перебили на совещании. Снаружи это занимает несколько секунд, но внутри вдруг оживает. Мой голос не имеет значения, или меня опять не хотят слушать, или, например, вас забыли пригласить куда-нибудь. Снаружи обычная ситуация, бывает. Но внутри появляется для других я лишний, или, наверное, я какой-то не такой, со мной что-то не так, меня не хотят видеть. Вам не ответили на сообщение, звонок. Снаружи вот такое событие, молчание. Бывает. Но внутри звучит: меня опять не выбирают, отвергают, и это невыносимо. И тогда становится понятно, почему реакция оказывается такой сильной. Психика переживает не только сегодняшнее событие, она как будто встречается со всей историей психических переживаний или похожих переживаний. В психологии также иногда используют понятие и макротравмы. И что это такое? Конечно, существуют события, которые сами по себе очень тяжелые. Смерть близкого человека, развод, предательство, тяжелая болезнь, потеря работы, потеря дома. Но даже здесь психика реагирует удивительно по-разному. Для одного человека развод, как пример, становится крушением всей жизни, для другого очень болезненным, но преодолимым или даже освобождающим этапом. Для одного увольнение становится концом всей жизни, всей карьеры, для другого началом новой дороги. Почему? Потому что психика снова спрашивает не насколько большое это событие, оно спрашивает, что оно означает именно для меня. Мне нравится представлять это такой метафорой. Представьте большое стекло. В одно место попадает тяжелый камень. Стекло выдерживает, но потом маленькая песчинка попадает точно в старую трещину, и стекло рассыпается на мелкие осколки. И совершенно очевидно, что песчинка не сильнее камня. А вот то, что она попала именно туда, повлекло за собой такие последствия. С психикой происходит очень похожая история. Большое событие не всегда касается самой чувствительной части нашего внутреннего мира, а маленькое иногда попадает точно в нее. И поэтому мне всегда очень хочется осторожно относиться к таким фразам.
Да ты что так сильно переживаешь? Это же ерунда. Стоит ли из-за этого расстраиваться? Мы никогда не знаем, к чему именно прикоснулось это событие внутри другого человека. Иногда за одной сегодняшней обидой стоят десятки непрожитых переживаний. Именно поэтому боль нельзя измерять размером события. И здесь появляется следующий вопрос, рассуждение, если хотите. Хорошо, если психика реагирует не на размер события, а на его значение, тогда почему именно это событие приобрело для меня такое значение? Почему задевает именно это? Почему меня задевает именно молчание, например, или именно критика, или именно опоздание, равнодушие? Почему не любое событие становится болезненным, а только некоторые? Значит, дело не только в том, что произошло. Должен существовать какой-то внутренний механизм, который делает одни ситуации почти незаметными, а другие глубоко ранящими. Именно его, этот вопрос, мы попробуем понять в следующем видео. Мы поговорим о том, почему одно и то же событие для разных людей становится совершенно разными переживаниями. И почему иногда нас задевает не столько сама ситуация, сколько то, что она разбудила внутри нас. Спасибо вам за внимание. До свидания, до новых встреч.